Всем привет! В этом видео покажу и расскажу, как можно открыть двери в автомобиле в домашних условиях за 5 минут. Если они захлопнулись, сработал центральный замок и все двери закрылись, так сказать, на замок, и уже без ключа их не открыть. А у нас только есть один комплект ключей. И тот остался в замке зажигания, а двери захлопнулись. Конечно, в таком случае можно вызвать специалиста, который двери откроет, или разбить в дверьках стекло. Но это уже дополнительные деньги. Ну что, погнали. Для этого нам нужна ленточка или изолента, метр проволоки вот такой и вот такая пластиночка с перчаткой. А теперь берем малярную ленточку и обклеиваем кузовные детали для того, чтобы их не поцарапать. Дальше берем металлическую пластинку и вот таким принципом раздвигаем двери. Потом берем проволоку и задвигаем, просовываем ее через щель, которая образовалась между дверями и автомобиля кузова. И пробуем проволокой зацепить за ручку и при помощи проволоки открыть двери вот таким принципом. Вот и все. Двери открытые. Пожалуйста, буквально прошла минута, и дверь открыта. И ничего мы не сломали. Как видим, кузов и двери мы сильно не поцарапали. Здесь основные большие царапины уже были до нас. Я считаю, такой способ работает. Еще на некоторых автомобилях бывает вот такая кнопка, при помощи которой можно заблокировать все двери. Если нажать вот на эту кнопочку, ключик, где нарисованы, все двери заблокируются. Если нажать с другой стороны на эту кнопочку, все двери одним нажатием отблокируются. Так вот, можно при помощи проволоки нажать просто на эту кнопочку, и двери будут уже отблокированные, открыты. Но есть один нюанс. На многих автомобилях эта кнопочка только работает тогда, когда включено зажигание на автомобиле. Еще на некоторых автомобилях можно попробовать добраться до замка капота через решетку или значок и открыть капот. И потом снять плюсовую клемму с аккумулятора, так сказать, то снять, то поставить под такими рывками. На некоторых автомобилях из-за того, что происходит обрыв питания, срабатывает центральный замок и открывается. И можно тогда открыть двери. Но это тоже не на всех автомобилях. Поэтому лучше всегда пользоваться первым способом. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем